Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца. И 3 главных события. У нас сегодня 2 колоды карт, и обе колоды имеют значения, которые подаются с позиции позитивной психологии. Это 78 дверей карты и колода патронажа защиты ангелов. Давайте зададим вопросы. И сентябрь у нас открывает, период большой ретроградности. Уже некоторые планеты находятся в ретро-движении, но добавятся другие. И кому интересно узнать побольше, прочитать гороскоп до конца года или посмотреть тематические видео по другим транзитам. У нас очень много транзитов, которые словно на осень будут сконцентрированы в одном месте. Это, знаете, как несколько путей могут сойтись в одной точке. И это не совсем период только, например, на осень. Хоть мы и говорим про сентябрь. Сентябрь как раз это самое начало. Но то, чем мы будем заниматься в сентябре, скорее всего, будет иметь продолжение и на декабрь, и даже на январь. Поэтому давайте начнем с сентября. Что же за события на пороге или с учетом ретро-планет, что нам может пространство, Вселенная вернуть? В описании под видео я оставлю ссылки как и на свой сайт, так и на разные видео. Переходите, читайте. И я надеюсь, жизнь наша не бывает полностью предсказуема, но в зависимости от ваших планов вы сумеете что-то просчитать. Итак, что придет? Традиционные вопросы наши. Достанем карты. Что уйдет? Может быть и правда, от чего-то вы откажетесь, или, возможно, то дело, которое вы сумеете начать и завершить за период сентября. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? Как будто, что нам может помешать? И наоборот, на что нам соглашаться, чего нам важно будет не упустить? И чего опасаться? И достанем 3 карты, как 3 главных события, или это, возможно, как 3 сферы жизни, чему придется, больше уделять внимание в сентябре. Что у нас будет стоять наиболее активно в течение месяца. Может быть, решать, может быть и согласовывать. Достанем 3 карты. И позже мы их раскроем, мои дорогие овны. Итак, что же нам поведают, что придет? Прекрасная карта. Туз жезлов. Вот как раз ваша энергия. В принципе, период активности. Когда мы не скучаем в уголке. Хотя это не совсем и про вас. Но все же под знаком зодиака Овен родились разные люди. И в зависимости от периода вашего рождения, первая, вторая, третья декада знака зодиака, она несколько отличается. Но здесь для всех. Это какая-то возможность, это творчество, это вдохновение и, самое главное, действие. Именно в этой колоде карт, когда мы принимаем какое-то решение, туз жезлов, и мы уже готовы действовать. То есть мы что-то просчитали. Сама по себе карта нам говорит о возможностях, какие-то новые возможности. И жезлы, все же это у нас энергия более такая деловая. Дела, работа, бизнес, учеба у кого-то, оформление документов. И жезлы – это еще у нас денежная энергия. Поэтому все то, что касается воплощения наших планов, правда, тут это придет как возможность что-то для себя сделать очень знаково, хорошо, мои дорогие. Что уйдет, давайте узнаем, что это будет. 9 кубков. Но, видимо, какой-то вопрос, к примеру, вы можете решить по части личной жизни. Вообще, это прекрасная карта. И нам говорят мечты где-то, наши желания и счастье. Понятно, что это не уйдет. Но именно мы ведь задавали вопрос, что мы сумеем осуществить. Поэтому вот эта возможность какая-то вам будет дана, мои дорогие овны, с учетом ретро-планет. То, что у вас было начато ранее, прежде, чему вы уделяли внимание, вы получаете уже какой-то итог. По 9 воды или по 9 кубков это исполняются наши мечты.
Тут действительно какое-то очень знаковое событие будет для вас в сентябре, которое вам добавит радости, счастья, возможности, может быть, откроет какие-то новые перспективы, пути. И планетарно ведь где-то это тоже совпадает. Поэтому уж как минимум одно какое-то дело вы сумеете для себя, ну, остаться более чем довольным. Или, ведь это тоже не остановка, мы спросили, что уйдет. Значит, какое-то следует продолжение. Либо вы переключитесь на какие-то другие вопросы, или если есть у вас многозадачность какая-то, мои дорогие овны, значит, одно дело вы завершаете и приступаете к чему-то новому. Может быть и так, с учетом этих двух карт. Обе карты как раз и о возможностях, и о прекрасном итоге, и о радости, и вообще от, знаете, удовлетворения от проделанной работы. Все же будет какое-то очень радостное событие, которое, возможно, касается где-то с учетом воды, да, именно карт, которые кубковые. Это ваша личная жизнь, но где-то в балансе, скорее всего, будут и дела, бизнес, работа, учеба. Правда, продуктивный период. Что же будет продолжаться на потом? И вот все то, что я сказала. Девятка жезлов. Это когда мы более осмотрительны. Это когда мы собой не рискуем. В герметической колоде Таро девятка жезлов, карта великой мощи. Но эта сила используется нами дозированно. Мы словно проверяем. Мы можем остановиться на какой-то период времени сами. Это не значит, что это какая-то искусственная пауза. Это когда вы понимаете, я не должен или не должна себе навредить. Словно подготовиться к чему-то более, ну так основательно. Или заручиться чьей-то поддержкой. Вы можете в течение периода сентября словно причесывать свое окружение. Кто со мной, кто, на кого я не могу понадеяться, какие вопросы следует или есть смысл действительно продолжать, но от чего-то вы будете, возможно, и отказываться. Потому что основная мысль по этой карте, мы как будто прошли один какой-то этап, и мы уже готовимся к другому. Или когда мы действуем часто по этой карте в двух случаях, чтобы чего-то не упустить, каких-то возможностей. И с другой стороны, мы осмотрительны, чтобы себе не навредить. Правильно увидеть какую-то, может быть, и опасность. Меня смотрят люди из разных стран. Поэтому в ваших силах совершить очень многие дела, вопросы. И понятно, у каждого здесь они будут свои. Обратите внимание, нет старших арканов. Поэтому все в вашей власти. И то, что вы захотите продолжать. Вы здесь задаете тон, мои дорогие овны. То, что, по вашему мнению, служит для вас прогрессом. Вы будете продолжать достаточно успешно. Но при этом, может быть, не рывкообразно, без какой-то лишней вот именно активности, без лишних эмоций. Это карта продуманности от начала до конца. И словно ангел за спиной, ну, некоторым образом, можно сказать, благословляет нас. Не в каждой карте, кстати, есть изображение ангела. Но здесь по воле высших сил какие-то, как и возможности у вас будут, так и ваши продуманные действия, если мы спросили, что будет продолжаться. Чем не соблазняться? Ну, таким вообще невозможно соблазниться. Это карта прокрастинации, семерка воды или семерка кубков, когда мы долгое время не можем что-то начать. И, может быть, и были такие позиции по разным сферам жизни. У нас вверху туз жезлов, который как раз говорит об активности. Или, мои дорогие овны, для кого-то из вас не было возможности осуществить дело, тему какую-то рассмотреть, проект прежде. А здесь нам ведь по ретро-движению могут что-то вернуть. И вот это прокрастинация или ожидание, когда мы не можем, ну, никак к чему-то приступить. Может быть, есть и какая-то нерешительность. Была. А теперь отчасти у вас будут дела идти неплохо. И, может быть, для кого-то карта и говорит, что будет соблазн расслабиться и где-то ослабить хватку. Но если мы говорим ослабить хватку, это только в том случае, если мы ослабляем контроль. Контролировать все стоит. И как раз девятка жезлов о постоянном контроле. Какая-то динамика с вашей стороны должна быть, ну, как рука на пульсе. Смотреть
что происходит вокруг вас, если мы говорим об обстановке, так и где-то ваш социум, что говорят люди. Это нужно анализировать. Есть какое-то воздействие, или к вам могут прийти какие-то важные подсказки вовремя. Но если мы говорим о выборе, кстати, в течение всей осени, и это может быть какое-то дело, которое действительно не мы застряли в чем-то или не можем осуществить, то ретро-Нептун и ретро-Сатурн, вот который уже в рыбах, нам помогает вот эту некоторую долю нерешительности, ну, словно нивелировать, аннулировать, чтобы это нам не мешало. Поэтому есть какой-то выбор, но если есть нерешительность, вот этому не время. Значит, с чем-то определяться у вас как раз больше будет в энергии. Главное, мои дорогие овны, желание. Как-то, видимо, планеты вас подведут к какому-то итогу. На что же соглашаться? Ну, конечно. 21-й старший аркан – исполнение желаний, реализация наших буквально планов, проектов и, по сути дела, праздник. Праздник, когда вы подводите итог. Это карта итоговая, когда весь мир у ваших ног. Вот я всегда говорю об этом. То есть, чтобы вы прочувствовали, что ограничений нет. И нам ведь об этом предыдущие карты сказали. Тут ограничение только первый вариант, когда вы себе действуете с позиции не навредить, а второй момент, чем не соблазняться, какой-то задержкой, которую вы, опять же, можете устроить себе сами. Поэтому есть возможность подвести какой-то итог. Для кого-то это может быть переезд, смена работы или дополнительные способы заработка. Все же мир – это карта мира, это может говорить и как мы рассматриваем мир, вселенная, пространство и интернет. Поэтому старший аркан может говорить о многих сферах жизни. У кого-то это будет через личную жизнь, действительно, переезд. У кого-то это может быть работа, связанная даже с командировками. Или просто будет много активности, поездок. Для кого, ну, может быть, если у нас вверху как раз выпадает девятка воды, какие-то вопросы в личной жизни, когда вы можете с кем-то примириться. И правда, по ретропланетам в сентябре с важными людьми, когда вы понимаете, да, может быть и был конфликт, вы можете установить мир. Если вы видите, что этот человек для вас значим, или какие-то отношения, может быть, даже прежние, остались некоторые вопросы, когда вам придется договариваться, то, конечно, мир или какой-то эмоциональный баланс вам тоже будет помогать с кем-то договориться. Ну, или как вторичный доход, я говорила, посредством интернет, это тоже может у кого-то проиграться, как предложение. Может быть, кто-то из вас именно будет рассматривать ту сферу деятельности, когда я могу работать сам на себя, когда я могу работать из любой точки мира. И, возможно, кто-то из вас уже, ну, предполагаемо искал варианты такой работы. Тогда, скорее всего, в сентябре вы точно для себя какой-то фарватер можете избрать. Старший аркан, и тем более последний, итоговый аркан, когда мы получаем удовольствие от того, что у нас что-то состоялось, или мы что-то согласовали, у нас получилось так, как мы хотели, поэтому, правда, какое-то важное, доброе, счастливое событие, которое не само по себе не завершает какой-то ваш жизненный путь, а открывает новые возможности. Вот так здорово. Чего опасаться? Я не могу сказать, что это карта опасения, это карта обучения, это карта, ну, разве что сдачи экзамена. У кого-то это могут быть буквально экзамены, тогда к ним нужно подготовиться более так сосредоточенно. Но иногда эта карта еще нам говорит о правильном расходовании наших сил, кстати, о наших талантах. Эта карта иногда обозначает жизненный экзамен, когда мы постепенно один этап нашей жизни завершаем и переходим на новый уровень. Опасаться, может быть, каких-то неосторожных заявлений или каких-то... Ведь это сама по себе карта сотрудничества. Так вот, когда, может быть, вы будете выбирать, мы уже говорили, причесать
фразу я сказала «причесать свой социум». И я имела в виду именно проанализировать, кому вы можете доверять. И здесь это тоже будет иметь значение, кто с вами. Надежность, как и людей. Надежность может быть организаций, в которых вы работаете. Надежность, мои дорогие, ваших планов. И девятка жезлов нам тоже говорит, ты должен быть осмотрительный и как не упустить какую-то перспективу, так и в какое-то не встрять дело, которое от вас потребует больших затрат по энергии, по силам, может быть и по деньгам. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие овны. Карта нам говорит еще и о сотрудничестве. Поэтому элемент надежности, даже если мы рассматриваем обучение, здесь не учеба ради учебы имеется в виду, а то, что мы буквально, может быть, можем потом переложить в практику, и в конечном итоге от этой учебы или от этих знаний, от этих навыков, скиллов мы можем получить дополнительно деньги. Вот здесь очень быть рациональным, я бы сказала так, чтобы подвести итог. Давайте мы с вами узнаем, что же за 3 главных события или чего может касаться. Правда, паж кубков именно в этой колоде карт. Обратите внимание, нам показан человек, который с какой-то рогатиной, которая так теоретически может означать лозу, с которой, может быть, там много-много лет тому назад искали воду. Ну, понятно, это, кстати, новая колода, которая создавалась в современные дни. Она не имеет очень далекой истории. И мы на сегодняшний день знаем, что 1001 способ найти воду и провести воду, будем говорить. Так вот, человек убивает время, по сути дела. Поэтому не заниматься, если главное событие. Мы с вами сказали, нерешительность какая-то, 7 воды и 9 жезлов, когда мы должны быть очень продуманы. Поэтому по пажу кубков могут быть либо какие-то вопросы, либо вас могут втянуть те дела, куда вам, собственно, не нужно. То, что для вас не имеет значения. Это может быть подано, когда, знаете, как какой-то проект, который, по сути дела, это как фейк-проект. Выдается за что-то значимое или за что-то перспективное, а по финалу мы не получим какого-то ни удовлетворения, ни финансового, ни морального. С другой стороны, карта может говорить 3 главных события. Есть и то где-то, от чего вы не будете в восторге, потому что по пажу кубков часто проходит как бы сначала приятные эмоции, но это то, что не имеет под собой конкретики. Это то, что не может служить продолжением. Это то, что ненадежно, опять же. Вот какая-то лоза. Поэтому переложите эту ситуацию на себя. У кого-то это будет касаться работы, у кого-то людей, отношений, причем разных отношений. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Чем же дело кончится по пажу кубков? Что это может быть? Ну, что-то вы будете конкретизировать. Карта заслуженного успеха, так я называю 6 мечей. У нас конкретно показан человек, который идет к своему успеху. Причем очень сосредоточенно. Он знает, что он делает, зачем он это делает. У нас показан человек, который работает в интернет. Мы как раз об этом с вами говорили. И поэтому для кого-то сфера работы через интернет. Может быть, действительно вы ищете работу. И у вас будут разные проекты, предложения. И вам нужно будет вычленить то, что работает, а не то, что время впустую. И может быть, какой-то период времени вам действительно придется чему-то обучаться. Или не думать, что... Ну, как бы, с одной стороны, самоуверенность, и где-то вот нам об этом 9 кубков говорит, самодостаточность – это хорошее качество. Но когда это граничит с самонадеянностью, мы тогда упускаем какой-то очень важный нюанс, когда мы как раз и можем ввязаться в тот проект или согласиться, или на какое-то дело, но мы только получаем какие-то обязательства, а в итоге то, что обещали нам, оно... с течением времени как-то трансформируется, и мы в конечном итоге не рады, что мы на что-то согласились. Поэтому для вас быть большим рационалистом, пусть это немного не ваша энергия, и поэтому выпадает у вас в самом начале туз жезлов. Вот эта решимость, она должна быть просчитана как будто с первых шагов. Для чего я это делаю? На пару шагов вперед, может быть, заглянуть, составить себе
план минимум, план максимум, в конечном итоге, чем это может закончиться. Вот эта логика, рационализм и присутствует по шестерке мечей. Какой-то успех, вот правильно, от вашего правильного выбора, и правда, у нас в сентябре своего рода состояние выбора для всех знаков зодиака, и с учетом ретро-планет нам вернут какую-то прежнюю нашу либо задумку, либо историю, либо то, что мы хотели осуществить. И этот выбор – это не то, что мы с нуля что-то начинаем, а когда мы что-то совершенствуем. Или когда мы понимаем, что да, есть какая-то составляющая, которая должна быть продолжена, но продолжена в другом ключе, в другом контексте, с какой-то новой организацией. И, по сути дела, вот об этом как раз и говорит карта. Поэтому какой-то успех, он не откладывается. Он еще у вас состоится через некоторое количество времени. И как в течение сентября очень благоприятно что-то изучать, что-то как и завершать из раздела тех дел, свершений, к которым вы приступили прежде, так и строить планы на будущее, причем очень логически и рационально. Но, тем не менее, не завершается, а что-то продолжается. Хорошо, чем сердце успокоится. По пажу мечей, опять же мечи, рациональность, логика, такое здравомыслие, холодный расчет, посмотрите. Видимо, это совершенно необходимо, чтобы не попасть на какой-то крючок, на чью-то удочку или на чью-то лесть, мои дорогие овны. Паж кубков – это все-таки, как я уже сказала, это подается с позиции чего-то приятного. Но нет за этим надежности, нет какого-то долгого надежного продолжения. Поэтому правильно оценить обстановку и где-то не успокаиваться. Мы говорили, контролируем, наблюдаем. И ведь это тоже девятка жезлов вам выпадает в позиции, что будет продолжаться. Ваша более сильная позиция, когда вы не должны навредить себе. Как и где-то общением через социум, так и буквально не должны остановиться в какой-то прокрастинации. Наблюдаем, анализируем, что говорят люди, уже повторяюсь, и какая обстановка вокруг вас. Второе главное событие. Семерка жезлов. Нам показан человек, и, обратите внимание, непонятно, не то он закрывает эту дверь или грот, не то открывает. А в этой колоде карт принципиальное значение имеют именно двери, открытый или закрытый, и каков ключ. Паж кубков, нет дверей, нет ничего, есть какая-то, пустота, по сути дела, и пустые надежды. По сути дела, это нам хочет передать карта. Но для вас есть какое-то конкретное дело и наблюдение. Если мы говорим семерка жезлов, называют карты соревнований, и человек не то откроет, не то закроет, да, этот грот. Поэтому это вы можете где-то, опять же, с учетом девятки жезлов, закрываться как будто от людей ненужных или от каких-то ситуаций, чтобы вас не втянули в какие-либо обязательства, неважно в какой сфере жизни. Да, жезлы – это у нас, опять же, дела, работа, бизнес, деньги. Но, может быть, эти дела у кого-то касаются решения вопросов личной жизни, какой-то прежней личной истории. И здесь тоже что-то будет важно не прошляпить. И карта говорит, человек один. Нет соревнования, как в остальных колодах карт. Семерка жезлов именно какую-то конфронтацию нам показывает. Здесь больше нам карта говорит о самозащите и самосохранении. Давайте достанем дополнительные карты. Чем дело кончится и чем сердце успокоится. Продуктивный период, но не могу сказать, что расслабишься. Итак, чем дело кончится? Десятка жезлов. От чего-то вы точно откажетесь. Причем, вы знаете, мои дорогие овны, вас кто-то как будто намеренно может завести в какой-то тупик. Может быть, это и прежний как раз какой-то вопрос, дело, работа у кого-то, когда вы на что-то согласились. И, видимо, в сентябре вы окончательно придете к выводу, нет, овчинка выделки не стоит. В этой колоде карт, обратите внимание, почему я сказала. Человек наш, герой, он находится за стеклянной дверью, и дверь закрыта. Он пытается ее открыть, но он толкает ее вперед. На нем шутовской костюм, и рядом стоит девочка, обратите внимание. Также она не собирается ему помогать, она понимает, в чем вопрос. То есть ребенок даже понимает. На ней похожий костюм, но она с интересом наблюдает со стороны за взрослым человеком, почему он так себя ведет.
Почему он пытается толкать эту стеклянную дверь, призывать окружающих на помощь, когда дверь открывается очень легко, но ее нужно не толкать, а потянуть просто на себя. Поэтому вы что-то можете пересмотреть. И от какого-то вашего важного выбора будет зависеть, куда вы расходуете силы. Десятка жезлов – это карта чрезмерной усталости или когда мы уже готовы отказаться от какой-то нерациональной работы, от какой-то многозадачности. Уставшие люди делают ошибки. И, кстати, карта может говорить, и где-то будет чувствоваться в принципе для вас усталость. И предыдущие карты нам сказали, скучать будет некогда. Но вам придется определиться, какое дело для вас может быть продолжено, а какая дорога ведет в никуда. Будьте внимательны и уделяйте время отдыху. Чем сердце успокоится, старший аркан. Серьезная вот эта третья позиция, если мы говорим, или мы открываем этот грот, или мы закрываем. Видимо, это может создать некоторую усталость, когда держать руку на пульсе сложно, но это необходимо, тем более с учетом 16-го аркана башня. Есть по этому аркану всегда значение успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И все то, что я говорила, вот это как квинтэссенция нашего расклада. Правильно оценить обстановку, правильно оценить дело, в чем участвовать, в чем нет. Брать на себя обязательства или нет. Какие документы, мои дорогие, подписывать, а какие нет. Если мы говорим по карте «Мир», и я сказала, весь мир у ваших ног, и возможны поездки, переезды. Для кого-то ведь из вас карта башни может означать побег, бегство. Это тоже проходит по этой карте. Так вот, успеть, мои дорогие. Поэтому, если мы опять же десятка жезлов, уставшие люди делают ошибки. Для вас нельзя быть уставшим, потому что рационализм, нам уже сказали, наблюдение, это для вас очень важно. Как и люди вокруг вас, так и дела, которыми вы занимаетесь или на что вы соглашаетесь, потому что быть готовым к неожиданностям. Сердце успокоится, когда вы что-то сделаете, я бы сказала, совершенно не так, как вы планировали. Или когда вы от чего-то откажетесь. Вам словно как груз с плеч какой-то спадет. И ведь прежде башня изображалась как тюрьма, прообраз той тюрьмы, в которой мы долгое время, или зона ограничений, мы пребывали, как какая-то изоляция. Мы даже не думали, что это тюрьма. Нам казалось это цитаделью или крепостью, потому что мы могли подержаться за стены. Стен нет, они разрушаются, и люди испытывают некоторую не просто дискомфорт, а где-то могут и страх или турбулентность, когда не на что или не на кого положиться. У вас даже такой для кого-то может быть этап жизненный. Поэтому сохраняйте самого себя, сохраняйте все то, что дорого, любимо, надежно, то, что может быть продолжено. Держите руку на пульсе, и правда, какой-то важный выбор вам придется делать. Третье главное событие. Но от чего-то вы откажетесь, а что-то вам и будет помогать. Семерка пентаклей, посмотрите, правда, выбор. Семерка жезлов, одна семерка. Это обе карты, кстати, они неторопливые. Поэтому выбор вам придется, как проанализировать что-то. И совершенно возможно вы придете к выводу, что я теперь буду поступать не так, как раньше. Может быть, какая-то история. Все три позиции говорят у кого-то о смене работы или о том, что вы будете менять свою должность, или вы будете, где-то менять даже сферу деятельности. У кого-то может быть и так. У кого-то действительно как переезд, который тоже либо по работе, релокация офиса, или это может быть в связи с изменениями по личной жизни. И по семерке пентаклей вообще это в этой колоде эта карта, когда у нас все идет своим чередом. То есть постепенно как-то в сентябре, может быть к концу сентября, для вас больше будет определенности. Где-то карта и говорит, добрые дела наспех не делаются, или с учетом предыдущих карт вам придется где-то уйти от ненужной многозадачности, от тех людей, которые ненадежны, или определиться с работой, какой проект имеет продолжение, а какой нет.
Давайте мы достанем дополнительные карты. В этой колоде карт это могут приходить какие-то вам известия, это могут быть как общение, переписка или оформление документов, могут нам говорить как задержка, может быть, в получении документов. Но давайте мы немножко поясним. Не такая крупная карта. Ну, пятерка жезлов, это куда нам не надо, как будто мы уже об этом говорили. Буквально там кирпичная стена, как кладка. И человек с молотом. То есть карта напоминает. Ты можешь эту кладку разрушить, сил у тебя хватит. Но то, что ты увидишь за ней, не обязательно тебя порадует. Поэтому будьте внимательны. Чем дело кончится? Вот что же это за семерка пентаклей? У кого-то это любовная история, личная история, карта любви, карта взаимопомощи, взаимоподдержки, близких людей, каких-то надежных контактов. Мы опять же об этом говорили. Или, в принципе, какие-то вопросы по личной жизни. Может быть, и связанные, кстати, с переездом у вас решаются. Вообще, я бы сказала, в личной жизни здесь что-то в сентябре у вас может быть как важные решения. А для тех, кто в паре, тех, кто семейный, как раз больше взаимопонимания. Вы можете примириться, кстати, если был какой-то конфликт, найти общее, может быть, как совершить глубокие разговоры. И прежде то, что у вас, в вашей паре было как камень преткновения, вот здесь привести в баланс ваши взаимоотношения. Чем дело кончится с радостью, любовью, взаимностью, верностью. Вот так, об этом нам говорят карта. И если мы даже перекладываем на работу или решение каких-то дел, будьте дипломатом. То есть транслировать, какая-то дипломатия вам явно помогает. Но без холодного просчета или какого-то рационализма, вот этих мечевых карт, и контроля, безусловно, невозможно достичь успеха или какого-то итога, когда вы остаетесь полностью довольны. Давайте посмотрим, чем же сердце успокоится. Да, вам придется действовать совершенно по-другому. Нам показана четверка пентаклей, если мы опять же про двери. В двойке кубков дверей нет. И семерка кубков, эти двери вы открываете сами. То есть вы сами будете определять те направления, которые имеют для вас значение. Но в четверке пентаклей чем сердце успокоится? Сердце успокоится. Я где-то возвращаюсь ко второму варианту. Карта башня. Мы сказали, что успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Поэтому какое-то важное событие, когда вы буквально от чего-то уходите или от чего-то отказываетесь, это для вас открывает совершенно новые возможности и заставляет, мои дорогие овны, у вас поступить как-то иначе. Иначе, вот посмотрите, тут как будто какую-то проблему в вашей жизни нужно рассмотреть именно альтернативно, не так, как всегда. Потому что если так, как всегда, это мы как с лозой или вот с этой рогатиной ищем воду. Девушка раздумывает, как попасть в дверь. А если бы она думала, а как попасть? Ей ведь не именно в дверь в эту нужно войти. Ей нужно попасть за этот забор. И нам, глядя на карту, совершенно очевидно. Да, ей ни дверь не вырастет, ни девочка не уменьшится. Поэтому самое правильно перемахнуть этот забор и все. И закончить какое-то дело. Вот что-то подобное. Ну, как аллегорически, да, мы все же это ведь аллегория, карты Таро. Вам какой-то вопрос придется решить. В каких-то совершенно других энергиях. Но если мы сравниваем с картой башня, правда, вы сумеете какое-то дело, которое, может быть, даже многие не видят, как из него найти выход. Или из какой-то сложной ситуации. А вы найдете. Но благодаря тому вы храбрые, смелые люди. Вот именно благодаря какому-то вашему решению. Может быть, кстати, и поддержке. Или когда вы сделаете правильный выбор и правильные двери откроете. Но что-то делать придется, повторюсь, несколько в других энергиях. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.